Привет, с вами журнал Мотоэксперт, я Дмитрий Федотов, и сегодня у нас на тесте новый Yamaha T-Max. Это на самом деле не новое поколение, это как бы такой глубокий рестайлинг модели DX, тест которого вы можете найти у нас на канале где-то давно, года 3-4 назад мы его снимали, когда оно дебютировало, а это обновление 22 года. Забегая вперед, скажу, что Yamaha вот только сейчас, осенью 24 года, представила 25-й модельный год, и оно немножко отличается, но его основные отличия это то, что мотор протащили под требования по экологии Евро 5+. Это его главное новшество. В остальном все плюс-минус то же самое. Итак, что же такое Yamaha T-Max? Наверное, уже многие знают, но я коротенько пробегусь по тому, как эта модель появилась. А появилась она в 2001 году и сразу стала абсолютным бестселлером. За все то время, которое Yamaha T-Max продается только в Европе, было продано свыше 300 тысяч аппаратов разных поколений, но вот всего семейства T-Max, только вдумайтесь, 300 тысяч аппаратов, уже больше. И в чем секрет этого успеха? А секрет этого успеха в том, что ямаховцы первыми додумались, и первым это пришло в голову, объединить достоинство скутера с достоинством мотоцикла, потому что до появления T-Max скутер это всегда было что-то про комфорт, про большой багажник, про ветрозащиту, а как оно тормозит, как оно поворачивает, как оно вообще рулится, это было дело десятое. Так вот, Yamaha первая придумала сделать не то мотоцикл, который выглядит как скутер, не то скутер, который едет как мотоцикл, и у них это получилось сразу с первого поколения, и дальше они эту идею просто совершенствуют, обтачивают, и делают еще лучше. И каждое следующее обновление, каждое следующее поколение все меньше и меньше отличается от предыдущего, потому что вот лучше эту концепцию сделать уже очень-очень сложно. И тем не менее они попытались. И сегодня мы вам расскажем про последнюю итерацию T-Max, что он из себя представляет. Итак, поехали. Итак, первое, что вообще мне хочется рассказать про T-Max, это то, что здесь есть вообще все, что только можно придумать. Я вот сейчас буду читать, извините, потому что это все невозможно уместить в голову. Значит, у нас здесь есть ABS, Traction, электронная рукоятка газа с возможностью выбора разных режимов езды. Здесь у нас есть обогревы рукояток руля, обогревы седла, это штатная история. Электрическая регулировка ветрового стекла, цифровая виртуальная комбинация приборов с большущим экраном. Дальше пульты с подсветкой, система бесключевого доступа, система контроля давления в шинах, круиз-контроль. И ко всему этому у нас здесь есть электрическая блокировка центральной подставки. Как говорит сама Yamaha, они шутят, что в Европе T-Max очень популярен. Не только у покупателей, но и у тех, кто эти мотоциклы воруют. Соответственно, они сделали еще и дополнение к блокировке руля, которая тоже электронная, еще и электронную блокировку центральной подставки. Ну и, разумеется, здесь система бесключевого доступа, если о ней я еще не сказал. По обновлению 2022 года, что здесь поменялось принципиально? Поменялся здесь принципиально в первую очередь дизайн. Снаружи этот аппарат легче всего отличить по его передней светотехнике. Здесь полностью другой обтекатель. И, честно говоря, до рестайлинг поколение DX с фарами с таким обратным наклоном, с более агрессивными, такая Ducati Panigale немножко, он мне нравился больше. Вот этот вытянутый нос, ну, немножко странновато, хотя все равно выглядит классно. Здесь две фары, в каждой фаре по две светодиодных линзы, ходовые огонечки, все это выглядит классно, интересно, красиво. Ну и плюс здесь у нас довольно большие воздухозаборники под фарами. То есть, ну, прям агрессивно, интересно. И еще мне очень нравится, как здесь выполнен задний фонарь. Он выглядит такой вот полосочкой с вертикальной плашечкой стоп-сигнала. То есть, когда он весь загорается, у нас получается буква Т. Осмелюсь предположить, что она имеет отношение к названию этого скутера. Что еще? Еще у нас задний пластик, заднее вот это вот все оперение стало чуточку меньше. Чуточку меньше стало само седло в обновлении. И вот эта спиночка получила регулировку. Здесь есть три положения: нулевое, 15 мм и 30 мм. Мы ее можем немножечко смещать. И самое главное, о чем они говорят, что
вот это место стало чуточку уже, для того, чтобы было бы легче дотягиваться ногами до земли. Но забегая вперед, скажу, что высота по седлу здесь 800 миллиметров. Это, чтобы вы думали, примерно как у нового поколения Royal Enfield Himalayan в самом нижнем положении самого низкого седла. То есть скутер вроде кажется табуретка табуреткой, но он нифига не низкий. И больше того, за счет того, что у вас здесь довольно широкое тулово, он довольно прям большой, объемный, вам не просто надо ногой дотянуться, а вам еще ногой нужно дотянуться как бы через всю эту тушку, обняв ее. То есть нужно учитывать, что этот аппарат не для невысоких людей. То есть ездить на нем можно, но будет не так комфортно, потому что его надо прям держать. Что же до шасси? То в основе T-Max традиционно уже лежит алюминиевая рама, собранная как бы из двух таких больших частей. И вокруг этой алюминиевой рамы у нас крепятся подвески. Передняя подвеска — телескопическая вилка с ходом в 120 мм перевернутого типа. И что очень важно, до сих пор это не на всех скутерах, здесь две траверсы. И вот эта вторая траверса — это прям принципиальное отличие скутера от мотоцикла, потому что на скутерах, как правило, одна траверса и достаточно, всем классно. Но для более острого управления, для лучшего чувства руля, для лучшей обратной связи вторая траверса нужна, и здесь она есть. И перья здесь довольно высокие. Что касается задней подвески, то здесь у нас тоже не скутерная конструкция. У нас здесь не мотор-колесо, как это обычно практикуется на скутерах. Здесь у нас мотор установлен в раме жестко, а заднее колесо приводится ременным приводом. И здесь есть отдельный двусторонний алюминиевый маятник, который работает с горизонтально установленным моноамортизатором через рычаги прогрессии. То есть задняя подвеска довольно сложная. И самое главное, опять же, эта подвеска мотоциклетная. Это не свойственно скутерам, такое инженерное решение. Ход задней подвески 117 мм. И вот, наверное, главное, что отличает шасси T-Max от мотоцикла, это то, что диаметр колесных дисков здесь не 17, а 15 дюймов. Вот если поставить сюда 17-дюймовые колеса, то получится вполне себе нормальный мотоцикл, просто с вариатором вместо коробки передач. Тормоза. Спереди у нас стоит два тормозных диска диаметром 267 мм, и работают они в паре с 4-поршневыми суппортами, у которых еще и радиальные крепления. Единственное, что здесь прям бросается в глаза, это то, что сами тормозные магистрали не армированные. Зато здесь есть система ABS. Система ABS довольно умная, а на обновлении 2025 года она еще и учитывает угол наклона аппарата в повороте и меняет усилия. И работает она в паре с 6-осевым инерционным блоком, что тоже очень и очень круто. Для скутера немыслимая технология, и сейчас она только на относительно больших и дорогих мотоциклах появляется. То есть раньше это была фишка только совсем прям премиальных флагманских машин. Сейчас она немножко спускается ниже, но для скутера это все равно очень и очень круто. Сзади тормозной диск еще больше, чем спереди. Он здесь, не побоюсь этого слова, огромный. Диаметр 282 мм, и работает он в паре сразу с двумя суппортами. За замедление скутера отвечает плавающий однопоршневой суппорт. Вот он стоит, тоже не армированная магистраль, а обычная резиновая. А второй суппорт — это парковочный тормоз, и он у нас работает только когда мы ставим аппарат на ручник. И на ходу он никак не работает, он довольно простой, механический, с тросовым приводом. И все здесь прям выглядит сложно, но когда начинаешь разбираться, никаких чудес, все относительно понятно и логично. И еще важная особенность: дорожный просвет всего 135 мм. То есть это вот лежачий полицейский, это максимум, на что рассчитан T-Max. И, ну, это очевидно, но давайте это проговорим. Аппарат вообще не рассчитан для каких-то плохих дорог, для грунтовых дорог. Надо будет, он там, конечно, проползет, но его стихия — это асфальт. И чем ровнее этот асфальт, тем лучше. И еще важное отличие рестайлинга 2022 года — это то, что пружины подвесок стали сами по себе жестче, за счет чего аппарат стал еще более стабильным на высоких скоростях и еще более послушным. Ну и, соответственно, еще менее комфортным, хотя все-таки в целом аппарат
сам по себе он про комфорт тоже. То есть это не зубодробилка. Вам все равно на нем будет комфортно, но среди скутеров это настоящий, такой не скажу спортбайк, скажу скорее ближе к спорттуристам в мире скутеров. Так, новый T-Max. Сразу скажу, что у нас здесь очень много всякого доп. Оборудования. То есть владельцы T-Max'ов вообще любят тюнинг. Тюнинг разный, тюнинг необычный. И здесь его прям много-много. Я любитель, когда все плюс-минус по стоку. Вот, может быть, какие-то оригинальные аксессуары. Но здесь у нас почти все. Не хватает только сумки, которая, вот так сказать, на бак. На центральный туннель. Остальное, мне кажется, все стоит. Вот, но в сути дела это не меняет. Может быть, на несколько килограмм у нас аппарат тяжелее, чем он должен быть. А так он, если я не ошибаюсь, 218 килограммов, что-то такое снаряженная масса. То есть он не тяжелый, и он тяжелым не ощущается. Это самое главное. Он по килограмму может быть какой угодно. Главное, что ты не чувствуешь этой массы. Подвески довольно жесткие, довольно плотные. И здесь амортизатор по преднатягу регулируется, а в топовой версии в Dragon еще регулируется по гидравлике. Вот, сейчас где-то на серединке, и даже разметка, когда ты на нее наезжаешь, ты чувствуешь колесами разметку. То есть подвески прям плотные. Подвески, не боюсь этого слова, жесткие, подвески собранные. И опять же, то есть для макси-скутера это странно, но для T-Max ему это идет. Он замечательно рулится, он рулится как хороший, правильный мотоцикл. У него прям замечательная поворачиваемость. Он очень послушный, он очень острый, но при этом не нервный, не резкий. Но он послушный. И он приятно послушный. Он прям сразу идет за твоим взглядом, за твоими руками, за каждым твоим импульсом. Можно вот тазом им рулить. Вот. И чуть-чуть ногами держишься за центральный туннель, добавляет уверенности, то есть Вы знаете, да, скутеры обычно называют вагинопроветривателями, и как раз потому, что ты с растопыренными ногами, а держаться не за что. Так вот здесь держаться есть за что, это добавляет мотоциклетных ощущений, и самое главное, это добавляет мотоциклетной уверенности. Вот коленочкой его, конечно, не наклонишь, но ногой, пожалуйста, просто ногой, без руля его можно чуть-чуть. То есть он такой уже полумотоцикл, и это главная фишка T-Max, она как была, она так и осталась. То есть главное отличие от предыдущего, это то, что он стал пожестче, пособранней. Впрочем, и у старого это не было проблемой. Вот. И в остальном он просто волшебный. Да, жесткий, но хватает. По нашим дорогам ходов подвесок хватает, по Москве этого будет хватать всегда. Вот. И для путешествий по хорошим дорогам тоже. В этом смысле он замечательный. Очень хорошие тормоза. Их тоже хватает с запасом. Тормоза здесь, по сути, от R1 прошлого поколения. Вот. Единственное, передние. Единственное, что вот не армированные тормозные шланги. Но опять же, здесь я не могу сказать, что это как-то скрадывает обратную связь. В смысле, это, конечно, ее скрадывает, но не сказать, что ее здесь от этого не достает. Вот. И в любом случае все с АБС. Поэтому в этом смысле тормозов достаточно. Обратной связи меньше, чем ожидаешь от таких тормозов. Но, опять же, ее хватает. Арматура здесь, я не знаю, зачем она нужна. Если вам нравится гонять, прям вот вы совсем гонщик, спортбайкер, наверное, арматуру поставить можно. Но если вам просто нравится ездить быстро, арматура здесь ни к чему. Резиновых шлангов вполне себе хватает. И еще очень важный момент, который понимают очень не все производители скутеров, и которые очень сложно реализовать, потому что разные тормозные механизмы, разные машинки, разные суппорта, разная длина магистралей, которые у нас, опять же, немножко надуваются при появлении в них давления. И представьте, как при всех этих вводных сложно сделать одинаковые усилия на рукоятках. Так вот, здесь рукоятки тормоза и переднего, и заднего, на них одинаковые усилия практически. Вы не представляете себе, как это круто. Единственное, усилие одинаковое, эффективность срабатывания, конечно, совсем не одинаковая. То есть задний тормоз, он здесь такой флегматичный. Вот, нужно очень сильно давить на рукоятку газа, чтобы заблокировать колесо, на рукоятку тормоза, чтобы заблокировать колесо и там активировать АБС.
Вот. Передние тормоза намного более цепкие, намного более эффективные. Вот. Но усилия, тем не менее, одинаковые, и я скажу, что это кайф. То есть ты прям вот как дома. Это редкий случай, когда я еду на скутере, и у меня настолько все органично, что мне не нужно... У меня обычно на скутере я еду, мне хочется сцепление постоянно выжать левой ручкой. Вот здесь этого нет, насколько здесь прям японцы отточили именно обратную связь и диалог с аппаратом через кнопочки, через рычаги, через все органы управления, даже через сидуху. Насколько здесь это все доведено до совершенства. Мне это, честно говоря, очень и очень нравится. Двигатель. Двигатель 562 кубических сантиметра рабочего объема, 4 клапана на цилиндр, 2 распредвала, и хочется мне сказать, что 2 цилиндра в ряд, но на самом деле это не совсем так. Чем вы думали, вчера я вечером занимался, готовясь к съемкам этого аппарата? Вчера вечером я накручивал суши и листал сервис-мануал к этому аппарату. И что я выяснил? Выяснил, что здесь не 2 цилиндра, а целых 3. И один из них не работает с завода. Дело в том, что вот здесь у нас впереди лежат 2 цилиндра, в них ходят 2 поршня, там свечи, клапана, приемная труба, дроссельная заслоночка, все как у всех. А в обратную сторону, как бы немножко такое оппозитное расположение, есть еще один цилиндр, в котором ходит поршень, у него есть свой шатун, который действительно закреплен на шейке коленчатого вала. Но поршень этот ходит в холостую, то есть к нему не подходят ни свечи, ни клапана, ничего, вообще просто кусок трубы, цилиндр, ничего больше. Зачем он здесь нужен? Скажете вы, может быть, это какая-то заводская модификация, чтобы можно было бы купить какую-то отдельную головку и сделать этот аппарат трехцилиндровым? Нет, на самом деле третий цилиндр здесь нужен для балансировки мотора, то есть третий поршень и третий цилиндр — это балансир, сделанный только для того, чтобы гасить вибрации. Конструкция очень сложная, очень интересная, очень необычная, но самое главное, она очень и очень эффективная. Что же до тех 2 цилиндров, которые у нас работают? Диаметр цилиндра 70 мм, ход поршня 73, если я не ошибаюсь, миллиметра. То есть мотор практически квадратный, и основной пик крутящего момента у него где-то должен быть посередине. Что же по циферкам? То пиковую мощность 47 лошадиных сил он выдает на 7500 оборотов, то есть довольно высоко в плане диапазона оборотов. Но пиковый крутящий момент в 55,7 ньютон-метров он выдает ближе к середине, на 5500 оборотов. То есть мотор, ну, слушайте, мы все знаем, что мотор T-Max это прям эталон в своем классе. И вот как он был эталоном, так он этим эталоном и остался. Просто с каждым годом он становится еще чуть более совершенным и чуть более экологичным. И еще интересное наблюдение, почему 47 сил, почему не 50, не 60, могли же вытянуть с этого мотора и больше. А дело в том, что 47 сил это потолок для категории водительских прав А2 европейских. То есть если он будет мощнее, то значительная часть покупателей ездить на нем не сможет. А так как он под категорию А2, под маленькие условные права, он доступен более широкому кругу скутеристов, мотоциклистов, называйте как хотите. И, наверное, я осмелюсь предположить, что потенциал для тюнинга, сам запас прочности здесь довольно велик. Вот, и еще у нас здесь Акрапович, поэтому он погромче. И, ну, звук у него просто великолепный, изумительный, безупречный, и он поет. Я не люблю Акрапович, честно, я не люблю прямотоки, тем более на скутере прямоток это максимально странно, но я скажу, что на T-Max это единственный скутер, внимание, еще Giuliaro GP800, окей, это второй скутер, на котором уместен прямоток. Он, в принципе, здесь может быть, это допустимо, это не дурной тон. На всех остальных я прям осуждаю. Поэтому он громкий, он сочный, он приятный. И, наверное, нужно сказать самое главное про T-Max, это то, что вот этот третий поршень, третий цилиндр, третий шатун балансирный, он действительно мотор балансирует. Вот ты едешь, оборотов мало, оборотов 4000.
крейсер нормальный, у него где-то вибрации есть, ты чувствуешь, что мотор вибрирует. Чуть-чуть, может быть, эхо этих вибраций. Не вибрации, а следы этих вибраций доходят до подножек, чуть-чуть до руля. Но они, во-первых, довольно крупные, то есть это не зуд, это именно прям хорошие вибрации, правильные, не раздражают. И все, то есть мотор очень хорошо сбалансирован. И мы должны делать маленькую оговорку, потому что на скутерах вообще вибраций немного. И это нормально. Но дело в том, что на скутерах обычно мотор-колесо, то есть это все где-то через кучу резиновых сайлентблоков, через какие-то рычаги, через тяги. И получается так, что ты едешь на скутере, и там вибраций на обычном столько же, сколько здесь, но только здесь мотор жестко в раму установлен. И здесь все вибрации, которые мотор издает, источает, они все зеркалятся на всю тушку. И то, что он вибрирует как обычный скутер, плюс-минус, это такая огромная заслуга инженеров, мы просто об этом не задумываемся, потому что, ну, типа, не раздражает и не раздражает. А какая для этого была большая работа проделана вот с этим третьим цилиндром, вот с этой балансировкой мотора, мы как бы немножко не задумываемся, а работа грандиознейшая. Вот. Что нам принесло обновление 2022 года? Обновление 2022 года на мощность мотора не повлияло, но оно повлияло, во-первых, на динамику, он стал несколько шустрее, а во-вторых, оно повлияло на то, что крейсерскую скорость он держит на более низких оборотах, то есть это другие настройки вариатора. По словам Yamaha, еще и немножко увеличилась максимальная скорость там на 6 или на 5 км в час. И еще он стал экономичнее процентов на 10, опять же, по заявлению Yamaha. Но эти 10% экономичности — это то, как вы ездите. Если вы ручку открываете энергично и постоянно, эти 10% вы не заметите, потому что расход все равно будет большой. А так заявляют официально в районе 4,7, что ли, 4,8. Короче, меньше 5 литров на сотню. Это если ехать вот по правилам, как я сейчас еду. Вот. Значит, у нас режим Mode T. Давайте включим S. Он должен быть чуть-чуть полегче, потому что в Mode T немножко есть задержка на реакцию рукоятки газа. И когда мы включаем спортивный режим, эта задержка у нас подпропадает. И мы открываем газ, и практически в ту же секунду, ну вот там чуть даже не полсекунды, а какое-то 10-я секунда, и он начинает ехать. Вот, и он абсолютно кайфовый. Еще мне здесь нравится, что короткий ход рукоятки газа. То есть не нужно делать какое-то такое движение, чтобы газ упереть. Полоборота, и ты уперся, и ты едешь. Вот. И за счет того, что вариатор, он не нервный, он не злой, он все это делает плавно и при этом очень уверенно. Динамика тут великолепнейшая. Я вот, извините, я не знаю, что будет слышно, потому что шумно. Давайте я попробую поднять стекло. Может быть, получится спрятаться, потому что стекло не оригинальное, стекло высокое. И не знаю, что вам там за ним видно, но, по крайней мере, меня, надеюсь, будет слышно. Что касается водительского места, здесь прям интерьер космического корабля. Вот наш ключик, мотоцикл, аппарат, скутер бесключевой, достаточно его иметь здесь рядышком. Замка зажигания нет, есть большая клавиша как бы включения, как на какой-то бытовой технике. То есть здесь даже не написано, что это зажигание, написано лок. И эта же клавиша, верхний ее сегмент, открывает замочек нашего багажника, который открывается доступ к подседельной емкости. Здесь не так много места, но один шлем у вас сюда влезет. То есть T-Max это не про практичность, это не про большие багажники. Здесь вот шлем влез, и еще немножко осталось места для всякой мелочевки. Открывается он, на мой взгляд, тоже не в самую удобную сторону. То есть, ну вот сюда как-то надо, вот с высоким ростом вообще непонятно, как сюда лазить. Но зато как красиво, как вообще необычно это все выглядит. Такие ламбо-двери, только здесь ламбо-седло. Короче, просто это очень интересно. Это все про дизайн, но в меньшую степень про комфорт и про удобство.
Здесь же у нас пробка бензобака. И пробка бензобака здесь вот как на классических спортбайках. С 5 шестигранными болтами, с таким вот замочком. Вот, она тоже бесключевая. То есть ключик у нас сюда засовывать не надо, но вот как на классических спортбайках крышечка замка, здесь это просто ручка. Мы за нее потянули и пробку подняли. То есть он здесь выглядит как какой-то, я не знаю, не мотоцикл, не скутер, а какой-то маленький самолетик из какого-то далекого будущего. И очень мне нравится, как здесь выглядит руль. Он все-таки руль. Это не клипоны, но по дизайну инженеры пытались сделать, чтобы это выглядело именно как клипоны. То есть по центру здесь 4 болта, это одна отливка, но какая же она красивая, какая же она изящная, какая же она легкая. И это все алюминиевое литье, то есть это не труба. Дорого, интересно, богато. И вверху всего этого стоит огромный монитор виртуальной комбинации приборов, которая тоже появилась в обновлении 2022 года. Модель 2019 года, которую мы снимали, был последним T-Max со стрелочками. Вот, поэтому самое время начинать по ним ностальгировать. Что у нас с приборной панелью? Здесь, правда, очень большой экран. По краям есть контрольные лампы. И с меню виртуальной комбинации приборов у нас управляется примерно все. То есть здесь мы выбираем высоту ветрового стекла, которая электрически регулируется. Здесь мы управляем обогревом рукояток, обогревом седла. Здесь настройки наших электронных систем. Здесь можно выбрать дизайн приборной панели, узнать всю информацию об этом аппарате и также управлять гарнитурой в шлеме, который тоже можно синхронизировать с меню приборной панели и с мозгами. Здесь же у нас можно увидеть клавишу круиз-контроля. Что касается вот этого красного рычага, то это наш парковочный тормоз. Здесь ничего необычного. И здесь по краям 2 бардачка. Посадка. Так, во мне 1,95 м, сразу говорю. И вот я 2 ногами дотягиваюсь. Подошвы на земле целиком. Но я хочу сказать, что был бы он вот чуть-чуть повыше, я бы уже вот так ногу ставил. То есть он рассчитан на крепких людей высокого или среднего роста. И прям чувствуется, насколько у него широкая тушка. То есть вот талии у него как таковой вообще нет. Он ощущается как мотоцикл, причем не одноцилиндровый мотоцикл, как мотоцикл с таким хорошим 4-цилиндровым поперечным рядником. Этот широкий туннель — это не просчет инженеров, это как раз попытка приблизить ощущение от T-Max к мотоциклу, потому что мотоцикл у нас же здесь всегда топливный бак, за который мы держимся коленями. И здесь вот коленями мы держаться не можем, но вот этой частью ног мы все равно аппарат зажимаем и держимся на нем немножко как на мотоцикле. То есть это такой компромисс. Хотя, честно сказать, если бы здесь появился бак, если бы туннель был вот такой высоты и ощущения были бы совсем мотоциклетными, в опыте взаимодействия с T-Max не изменилось бы вообще ничего. То есть вот эта выемка, она просто визуально, мне кажется, напоминает о том, что мы все еще на скутере. А если бы ее не было, это был бы совсем уже мотоцикл просто очень необычный. И они это делают просто как реверанс какому-то старому поколению T-Max, реверанс вообще классу скутеров. Что еще? Еще здесь традиционно довольно узкие подножки. У меня размер обуви большой, то есть у меня 47-48, в зависимости от того, маломерит или нет. И у меня нога здесь помещается прям впритык, вправо-влево, вперед-назад уже не подвигаешь. Поставил, прилипло и все. Но и сюда она тоже помещается. Вот, то есть подножки маленькие, большого пространства для маневра здесь нет, но ноги помещаются, и это главное. И у меня, как видите, посадка практически с прямой спиной, вертикальная. Люди пониже, наверное, будут чуть-чуть смещены вперед, но я сижу прям строго вертикально, и для меня здесь посадка прям очень комфортная для каких-то дальнобоев, для каких-то больших путешествий. Единственное, что, может быть, мне бы хотелось чуть-чуть подальше оттянуть руль, потому что в крайних положениях рукоятка руля доходит до коленки, но эта проблема будет исключительно для высоких людей. Ветрозащита, вот с этим лопухом спрятаться за ним получается. Чуть-чуть дует в плечи и чуть-чуть дует в ноги, потому что обтекатель все-таки не такой широкий, как, например, на Бурбане. Вот. Но в дождь как-нибудь можно вот так вот скукожиться, спрятаться и ехать относительно сухим на этом аппарате. Вот. И в плане комфорта, несмотря на то, что все-таки он такой мотоциклетный по всем своим
по всем своим повадкам, по всем своим ощущениям, он все равно комфортнее мотоцикла, у вас все равно будут сухие ноги, у вас все равно будет меньше дуть, чем практически на любом мотоцикле, за скобки выносим большие туристы. Вот, и здесь прям классно, комфортно, и это как раз тот случай, когда вы можете ездить в городе быстро-быстро, но при этом, когда вы можете выехать на трассу на 140, включить круиз и доезжать по автобанам без перекрестков, без светофоров и без больших пробок. Вот прям, как вы по карте нарисовали, что 300 километров это там, допустим, 2 часа 20 минут. Вот так вы и прибудете в точности, а может быть даже и чуточку быстрее, если где совсем интересно, будете еще выкручивать рукоятку газа. Вот, мне это нравится. И еще мне нравится здесь то, что у приборной панели есть гарминовская навигация, очень хорошая. Приложение платное, но можно синхронизировать телефон с приборной панелью, и у вас будет не только подсказки навигации, а прям полноценная карта во весь экран, со всеми предупреждениями, со всеми точками интереса, со всеми заправками, совсем. То есть у вас прям полноценный навигатор. И что очень важно, у приборной панели прям большой экран. То есть это не то, что вместо циферблатов корячили какую-то маленькую приборочку бестолковую. Нет, здесь прям большой полноценный телевизор. И он еще и очень качественно сделан. Вот. А что еще можно ждать от T-Max? Вот. И еще, наверное, забыл сказать, что здесь вот по бокам два бардачка. В бардачках есть USB-порт. Можно заряжать телефон. Но это тоже никого не удивишь. Это уже норма, но на всякий случай проговорим и это. Вот. Очень приятный, качественно сделанный, продуманный и, самое главное, концептуально практически неповторимый аппарат. То есть он не уникальный. Окей, у итальянцев есть ответ T-Max. Вот, даже более быстрый и более мощный. Но в плане того, как это все сбалансировано, насколько это гармонично, насколько это взаимно каждая деталь дополняет друг друга, T-Max, конечно, великолепен. Единственное, что здесь мало продумано, это, ну не то, что продумано, это сознательно от этого отказались, давайте так скажем, это багажность. То есть вам нужен центральный кофр, вам нужна сумка на бак, и вот со всеми дополнительными ящичками и сумочками вы, допустим, по вместимости багажа подберетесь к штатному багажному отделению какого-нибудь старенького Сильвервинга. То есть вот барахла с собой взять получится много, да, но не без усилий. Вот, в остальном он мне очень нравится. Мне нравится, как это все работает, как это все сделано, насколько классно работает трансмиссия, насколько она быстрая, насколько она отзывчивая, насколько в ней мало каких-то паразитных люфтов. То есть понятно, что ремень, но у вас здесь два ремня, у вас вариатор. Вот, от вариатора на ремень выходит это через шкивы, через какие-то демпферы. И ты откручиваешь газ, и ты не чувствуешь. Вот можно газ чуть подоткрыть, подзакрыть. Например, какой-нибудь цепной мотоцикл будет немножко дергаться. Карданный мотоцикл, у вас крестовина кардана будет выбирать, будет вот этот вот буф, вы будете постоянно это чувствовать. Вот здесь нету ничего подобного. Подводя итог, новый T-Max. Но дизайн поменялся. Кому-то он больше понравится, кому-то меньше. Мне больше нравится дорестайлинг. И вот эти аппараты, единственное, что они продаются в желтом цвете. У нас такие по Черногории ездят, и в желтом цвете это прям бомба-бомба. В основном все берут черные, я не знаю почему, но черных прям ты приходишь в салон Yamaha, они там все черные, почему-то на них самый большой спрос. Желтые везут только под заказ для извращенцев. Но мне желтый очень нравится, он в нем прям бомбический. Вот, поменялся дизайн. Чуть-чуть какие-то мелочи поменялись, что-то стало лучше, виртуальная комбинация приборов. Вот на уровне таких нюансов, там немножко они пересмотрели аэродинамику ветрового стекла и вот это место, воздухозаборничек под стеклом, сопряжение его со стеклом, чтобы стекло было чуточку стабильнее на высоких скоростях. Чуть-чуть пересмотрели настройки вариатора, чуть-чуть перенастроили мотор. И вот из этих мелочей нельзя говорить, что это новое поколение. Это просто рестайлинг, и это неплохо, потому что
прошлое поколение T-Max было настолько хорошо, что сделать его прям радикально лучше, сделать его лучше на какую-то ступень, на порядок просто невозможно. Можно чуть-чуть менять формы, можно добавлять что-то, добавлять какие-то электронные надстройки, добавлять сложные электронные системы, которые где-то в каких-то больших критических углах наклона будут немножечко делать движение безопасней. Но в целом, как я считаю, лучше T-Max уже не будет. Поэтому, если вы хотели этот аппарат купить, смело берите и дорестайлинг, и рестайлинг. Большой разницы не будет. Как он был лучшим в своем классе, так он в нем и остался. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо компании Rolling Moto за экипировку, за шлем, за куртку и компании Kinetic Fan за набедренную сумку. На этом все. С вами был Дмитрий Федотов и журнал Мотоэксперт. До скорого!